Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события мира. Начну с важной и тревожной новости, которая может привести к новой масштабной войне на Ближнем Востоке. Обострение достигло опасного уровня, отношения между Вашингтоном и Тегераном стремительно накаляются, а Иран приведен в состояние полной боевой готовности. По информации агентства Reuters, Иран официально отверг требования президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о проведении прямых переговоров по поводу своей ядерной программы. Однако выразил готовность продолжить диалог через посредников, в частности через Оман. Эксперты сообщают, что косвенные переговоры также дают возможность оценить истинные намерения Вашингтона относительно политического решения конфликта с Ираном. Одновременно с этим стало известно, что Тегеран направил официальное уведомление в Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию и Бахрейн. В этих уведомлениях иранская сторона прямо заявила: если какое-либо из этих государств предоставит территорию или воздушное пространство для атаки Соединенных Штатов Америки на Иран, то этот шаг будет воспринят как акт прямой вражды. Один из высокопоставленных чиновников заявил: такой поступок будет иметь для этих стран серьезные последствия, подчеркнув тем самым, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи привел иранские вооруженные силы в полную боевую готовность. Но Министерство иностранных дел Турции уже опровергло информацию и заявило, что не получало официальных уведомлений от Ирана, однако признало, что подобные сообщения могут передаваться и по альтернативным дипломатическим каналам. В свою очередь, официальные лица из Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Бахрейна не ответили на запросы агентства Reuters на комментарии по этой теме. Тем временем, в среду иранские государственные средства массовой информации сообщили, что Кувейт заверил Тегеран в том, что не допустит никаких враждебных действий с территории своей страны, направленных против других государств. Это заявление стало важным сигналом для Ирана в условиях растущей напряженности в регионе. В четверг ситуацию прокомментировала и Россия, которая является давним союзником Ирана. Москва заявила, что угрозы Соединенных Штатов Америки в адрес Исламской Республики являются неприемлемыми. Как отмечает агентство Reuters, Иран в настоящее время стремительно заручился более активной поддержкой со стороны России, однако сохраняет определенный скептицизм относительно глубины и надежности такого сотрудничества. Цитата: «Многое будет зависеть от динамики отношений между Трампом и лидером России Владимиром Путиным», пояснил один из иранских источников. А я вам хочу, друзья, напомнить, что еще в 2018 году Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты Америки из многостороннего соглашения, согласно которому Ирану обещалось ослабление санкций в обмен на сворачивание его ядерной программы. Тогда это решение вызвало международную критику и, соответственно, породило долгосрочную нестабильность. Теперь в рамках своей второй каденции Дональд Трамп заявил, что он открыт уже к новым переговорам, которые могли бы снизить уровень военного конфликта. В начале марта 2025 года он направил личное письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением обсудить возможное новое соглашение. Однако мы видим, что на фоне таких, я бы сказал, дипломатических маневров Трамп все-таки продолжает реализацию своей стратегии максимального давления, в рамках которой вводятся новые санкции и звучат прямые угрозы военными действиями. В частности, в одном из своих интервью в прямом эфире он заявил, что Иран будет подвергнут бомбардировке, если продолжит разработку ядерного оружия. Некоторые аналитики уже выразили тревогу. По их оценкам, Иран может находиться всего в нескольких неделях от создания ядерной боеголовки. Но, как мы с вами знаем, хотя официально Тегеран отрицает наличие таких разработок, все же опасения международного сообщества продолжают расти. И, скорее всего, в ближайшее время, друзья, мы с вами увидим в такой напряженной обстановке конкретные шаги со стороны Дональда Трампа. Но я вам об этом сразу буду сообщать, поэтому подписывайтесь и обязательно включите колокольчик с уведомлениями. И еще одна новость из Соединенных Штатов Америки. Пока президент Дональд Трамп занят наведением так называемого порядка по всему миру, у него буквально под носом бушуют массовые протесты. Сотни тысяч людей вышли на улицы в Соединенных Штатах Америки в знак несогласия с политикой его администрации. Волна протестов охватила все 50 штатов, а масштабные митинги впечатляют даже по американским меркам. По информации издания Washington Post, организаторы акций в столице США
В Вашингтоне изначально ожидали, что на демонстрации придет около 10 тысяч человек, но уже в пятницу они пересмотрели свои прогнозы в сторону увеличения и, как выяснилось, не зря. В субботу днем число участников выросло до 100 тысяч человек. Люди буквально заполонили национальную аллею, расположенную перед монументом Джорджа Вашингтона, одним из символов американской демократии. И протестующие, и выступающие с трибуны выражали открытое недовольство действиями администрации Трампа. Под огонь критики попали массовые увольнения в государственном секторе, деятельность Илона Маска, отношение президента Дональда Трампа к ситуации в Украине, введенные им пошлины, а также попытки подорвать верховенство закона и правовые институты в стране. На плакатах участников можно было увидеть яркие и резкие лозунги. Одним из самых известных выступающих на митинге в Вашингтоне стал конгрессмен-демократ Джейми Раскин. Он заявил, цитата: «Наши отцы-основатели писали Конституцию, которая не начинается словами «мы ведем диктаторскую политику». Ни один моральный человек не желает видеть того, кто разрушает экономику, который знает цену всему, но не знает никаких ценностей». Конец цитаты. Данный протест в столице стал одним из крупнейших среди более чем 1000 демонстраций под общим лозунгом «Руки прочь», прошедших по всей стране в этот день. Акции состоялись во всех 50 штатах, включая крупные митинги в Нью-Йорке, в Бостоне и Миннеаполисе. Это стало крупнейшей волной общественной мобилизации против новой администрации с момента повторного прихода Дональда Трампа к власти. Организаторами данного движения выступили более 150 различных групп, объединенных желанием выразить протест политики Белого дома. И я хочу, друзья, заметить, что многие из протестующих впервые в жизни вышли на улицу с политическими требованиями. Например, как пишет Washington-Post, Рекха, это врач из пригорода Вашингтона, города Маклин, рассказала, цитата: «Я никогда раньше не участвовала в протестах, но сегодня пришла, потому что то, что происходит, выходит за рамки понимания. Каждый день новое злоупотребление, абсурдные решения, болезненные новости. Чувствую себя бессильной. И эта реакция стала для меня способом ответить на все это безумие». Она также отметила, что лично столкнулась с разрушительными последствиями данных реформ в своей профессиональной сфере. В управлении по контролю за продуктами и лекарствами творится хаос. Уволили кучу сотрудников, а оставшиеся боятся за свои рабочие места, поделилась она. В похожем духе высказался ей Эрик, это сотрудник страховой компании из Финикса. Цитата: «На митинг пошла даже моя мама, человек, который всю жизнь был вне политики, кроме как ходил голосовать. А теперь она сделала свой собственный плакат. Это шок для меня. Более того, недавно она сходила на встречу с конгрессменами от нашего округа. Раньше о таком даже речи не было». Эрик добавил: «Если моя мама теперь делает такие вещи, значит Дональд Трамп действительно пробудил политические силы, которые могут обойтись ему и всей республиканской партии очень дорого». Друзья, а как вы считаете, к чему приведет нарастающее движение между США и Ираном? И что стоит за массовыми протестами в Америке? Я имею в виду, это временный всплеск или начало чего-то большего? Делитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайки и подписаться, чтобы не пропускать свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!